Всем привет, друзья! Купил Renault Duster, ну и сразу пожалел. Мысль приобрести данный автомобиль у меня была почти год назад. Я смотрел, присматривался, выбирал, мониторил цены, какие автомобили продаются, за сколько. Они бывают разные, двухлитровые, дизельные и 1.6. Я взял 1.6. Честно говоря, никогда не любил ни Peugeot, ни Renault, Логаны, Сандеро, Дастеры. Все они казались мне какими-то неказистыми, совершенно не вдохновляли. Ну, не мое. Но жизнь идет. У меня есть Passat B3, мой верный друг, на котором я объездил полстраны. Но захотелось чего-то посвежее, в дополнение, в довесок. Главные критерии были небольшой расход, высокий клиренс, ну, чтобы по бездорожью можно было ездить, и возможность ночевать иногда в машине. Сначала присматривал Ford Fusion, экономный, надежный, такой городской маленький автомобиль, но размеры меня не устраивали. В Пассате я бывало месяцами жил в поездках, раскладывал полноценную кровать и спал во весь рост. Все умещалось, и продукты, всякий багаж, все было в машине. Если сложить все ночи, что я провел в машине, наберется, ну, что-то около года. И тут знакомый владелец Дастера посоветовал: бери такого же. Я засомневался, как бы не мое, но начал потихоньку присматриваться. И правда, машина большая, на 16-дюймовых дисках, вместительная, можно организовать спальное место. Другие варианты как бы были более дорогие, в общем, не бюджетные. Объявления мониторил постоянно, но не фанатично. Хотелось, чтобы машина была с кондиционером, полный привод, а главное дорестайл. У дорестайлинговых версий моторы живучие, например, двигатель К4М 1.6 может пройти и 500, и 600 тысяч без ремонта, стоит на многих Renault, также ставились на Ларгусы, Логаны, Nissan Премьера, ну и так далее. Коробка там такая же надежная, как и двигатель. И тут выяснилась интересная вещь. В нашем городе Дастеры оказались гораздо дороже, чем, к примеру, в Казани или Самаре. Комплектации бедные, то кондиционера нет, то заднего привода, а цены высокие. Дорогие варианты я не рассматривал. Решил, если повезет, куплю. Не повезет, останусь на Пассате. Он еще у меня на ходу. Шли месяцы, и вот этой весной, прекрасным весенним утром, вижу свежее объявление. Звоню, вечером приехал хозяин на показ. Я посмотрел машину, мне понравилось. Ну, думал недолго. Вечером уже решил, на следующий день купил. Потому что такой вариант, возможно, долго не появился бы. И цена средняя по рынку, ну и торг присутствовал. Но даже после покупки меня не отпускали смутные сомнения. Казалось, все не так, все неудобно. И в первый день после постановки на учет раскалывалась голова. Как оказалось, в салон тянуло угарные газы. Прогорела гофра выхлопной трубы. Ну, на данный момент я уже ее поменял. Все с этим в порядке. Со временем пришло простое понимание. Неудобно – это значит непривычно. Нейронные связи в мозгу должны перестроиться, и ты привыкаешь к зеркалам, к посадке, коротким первым передачам на этой шестиступке и так далее. Ну и вот, друзья, прошел месяц, я проехал где-то примерно 1500 или 2, и поймался я на мысли, что мне нравится на ней ездить. То есть машина стала нравиться. Так что первые впечатления, друзья, бывают очень обманчивые.
Теперь у меня в парке две машины. Renault Duster 1.6 для приключений на разбитых дорогах. И Volkswagen Passat, верный друг для души. Комплектация Renault Duster бывает разная. Бывают двигатели 1.6, бывают двухлитровые двигатели, бывают дизельные двигатели. Я взял автомобиль с двигателем К4М. Это надежный двигатель. Может пройти и 500, и 600 тысяч. У меня пробег на данный момент 170 тысяч. Многие говорят, что его немного не хватает для данного автомобиля. Ну, я попробовал, для меня нормально. В принципе, вопросов нет. Масло не ест. Хозяин не обманул. Я проехал уже порядка 3000 километров. Уровень на месте. Забыл спросить, какое масло он заливал. Ну да ладно. На 5000 поменяю. Заменил масло ГУР, так как оно воняло горелым и уже потемнело. В дальнейшем надо будет поменять антифриз. Уже непонятного цвета он стал. Снизу как будто желтоватый, сверху зеленоватый. В общем, надо менять. Скорее всего, его давно уже не меняли. Аккумулятор в неплохом состоянии, 75 ампер-часов. Прежний хозяин заводил с автозапуска, и она прекрасно заводилась даже в мороз. Поэтому, я думаю, в ближайший год, ну хотя бы летом, аккумулятор менять не надо будет. Двигатель 16-клапанный, поэтому есть нюансы. Если, допустим, на Volkswagen Passat у меня ремень ГРМ легко поменять, да и проверить его легко, отстегнул пластиковую защиту и посмотрел, то здесь только для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии ремень ГРМ, надо снимать защиту, домкратить двигатель, снимать подушку двигателя, откручивать кронштейн и крышку. И только потом можно будет посмотреть. В общем, за ремнем ГРМ надо тщательно смотреть. Если будет обрыв ремня ГРМ, то загнет клапана. Ну и будет, соответственно, дорогостоящий ремонт. Очень мне понравилась вот эта вот вещь. Упор, амортизатор. Удобно закрывать, открывать капот. Мелочь приятная. Что мне в ней понравилось, это большой угол поворота. На небольшом пятачке можно развернуться. Имеется кондиционер. Приемник не для меломанов, но тоже ничего. Низа хорошие, но чего-то не хватает, каких-то частот не хватает. Может быть, я ошибаюсь. Полный привод сейчас стоит на переднем приводе. Есть автоматический. Когда передний будет пробуксовывать, он включит задний мост. Ну и 4 ВД. Есть электропривод зеркал. Есть подогрев зеркал. Подогрев зеркал и подогрев заднего стекла. Есть подогрев сидений. Находится в неудобном месте, но есть. Чего я не ожидал, это что будет очень хорошо работать печка. Имеется электрический тен, и пока машина холодная, включается тен, слышно, как щелкает реле. И буквально через минуту идет теплый воздух, горячий. В общем, сначала
срабатывает электрический тен, а потом уже по мере нагрева двигателя печка работает от антифриза. В общем, очень хорошо греет, комфортно, прям жарко. Бывает даже, когда печка выключена, едешь по трассе, с воздуховодов прям дует горячим воздухом. Приходится убавлять, прикрывать заслонку. Это дорестайлинговая версия 2013 года, и на них нет реле фар. Несмотря на это, фары светят достойно, можно сказать, на четверку. У меня на Volkswagen Passat я установил реле, и светит все равно похуже. Можно включить фары. Светят ярко. Это ни о чем, конечно, не говорит. Но поверьте мне, что дорога освещает неплохо, так скажем. Не отлично, но неплохо. Пошел дождь, надо собирать манатки. Не дымит, не троит, двигатель работает отлично. Еще что мне понравилось, какой бы сильный ливень не был, какая бы плохая дорога ни была, на полном приводе больше шансов выехать. В общем, теперь у меня в парке два автомобиля: Volkswagen Passat B3 и Renault Duster 1.6. Про обои буду снимать видео. Пишите комментарии, что вы думаете на этот счет. Удобно, комфортно, хорошо рулится. Вот можно проехать по песочку. Тут передний привод только включенный. По бездорожью лучше едет даже за счет того, что большие колеса. На Passat у меня на 14, тут на 16. Они и больше, и пошире. То, что она теплая, меня действительно порадовало. Я ее купил, еще было довольно-таки холодно. Ну, не минусовая температура. Ну, где-то было 0, плюс 5. И я понял, что такое преимущество электрического тена. Двигатель холодный, а печка уже дует теплым. Вот этот подъем теперь не страшен. После сильных дождей здесь можно не подняться. На переднем приводе я имею в виду. Passat у меня иногда буксовал. Есть небольшие постукивания, но такие не металлические. Похоже, или сайлент-блоки, что-то типа этого, какие-то резинки. Но для него запчастей море. Сам удивлен. Фильтра, сайлент-блоки. Ну, в общем, все есть, и все, как говорится, недорого. Ездил в основном по городу. Посмотрим по компьютеру. Вот последние 526 километров. 8,5 литров. Средний расход. Это в основном городской режим. И иногда вот я сюда приезжаю, на Волгу. Городской городскому тоже рознь. Если зимой ездить только до работы и с работы по пробкам,
Там и все 15-20 войдут. Подпишитесь на канал. Всем пока.